Когда этот местный житель собирался чинить крышу, его кое-что внезапно остановило. Прямо между внешней стеной и изоляцией крыши застрял странный выпуклый объект. Сначала он подумал, что это осиное гнездо. Но затем эксперты объяснили ему, что это было на самом деле. Прежде чем мы начнем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые истории. Джон готовился к ремонту крыши, так как приближалась зима, и он хотел подготовить свой дом к холодным месяцам. Осматривая крышу на предмет повреждений, он вдруг заметил нечто странное в верхнем углу чердачного свеса, как раз там, где стена сходилась с кровельной изоляцией. Джон прищурился, вглядываясь в странный предмет над головой. Прямо под самой высокой точкой крыши притаилась большая необычная масса. Она плотно застряла между внешней стеной дома и толстым слоем утеплителя. Что же это было? Ему в любом случае нужно было подняться туда, чтобы заменить несколько сломанных черепиц, поэтому он решил заодно рассмотреть находку поближе. Недолго думая, Джон пошел в сарай, взял самую высокую лестницу, которую смог найти, и осторожно приставил ее к стене дома. Он уверенно ступил на первые перекладины, горя желанием провести расследование. Но чем ближе он подбирался к таинственной массе, тем сильнее его любопытство сменялось растущим чувством тревоги. Это было похоже на какое-то гнездо. Джон и раньше сталкивался с гнездами шершней, поэтому их вид был ему знаком. У этого была похожая форма, но что-то казалось неправильным. Оно было не просто чуть больше обычного, оно было огромным. Если это действительно было гнездо шершней, то оно было самым большим из всех, что он видел в жизни. Сердце Джона забилось быстрее, когда он осторожно полез выше. Обычно он был бесстрашным человеком и никогда не медлил перед лицом проблем. Но в тот момент он вынужден был признать, что нервы начали сдавать. Сами размеры этой штуки вызывали у него дискомфорт. К этому моменту он находился на высоте не менее 6 метров, 20 футов, осторожно балансируя на лестнице. Если гнездо было полно агрессивных шершней, он мог оказаться в серьезной опасности. Внезапная атака могла заставить его потерять равновесие, и он рухнул бы прямо в сад, получив серьезные травмы. Сделав медленный глубокий вдох, Джон замер на лестнице, стараясь не совершать резких движений. Он сузил глаза, высматривая признаки активности. Он ожидал увидеть жужжащих насекомых, ползающих по поверхности или даже агрессивно вылетающих наружу. Но, к его удивлению, ничего не было. Тогда он закрыл глаза и сосредоточился на звуках. Если бы это действительно было гнездо шершней, внутри должен был стоять гул, особенно в объекте такого размера. Он ждал в тишине, напрягая слух, но воздух оставался неподвижным. Звуков не было совсем. Не желая рисковать, он решил спуститься. Лезть на рожон было бы безрассудно. Он рассудил, что лучше немного подождать и посмотреть, не изменится ли что-нибудь. Если гнездо оживет, он сможет понять, с чем имеет дело, прежде чем принимать решение. Половина утра прошла в наблюдениях за гнездом снизу. Но, несмотря на прошедшее время, не было ни движения, ни жужжания, ни признаков вылетающих насекомых. «Может, они просто спят», — пробормотал он про себя. Хотя он знал, что шершни обычно довольно активны днем. Он подумывал вызвать службу по борьбе с вредителями для подстраховки. Но после многочасового наблюдения и отсутствия признаков жизни он начал сомневаться в этой затее. Если гнездо заброшено или неактивно, он мог бы сэкономить время и деньги.
справившись сам. Оказавшись ближе, он понял, что гнездо было еще больше, чем казалось снизу. По размеру оно напоминало большую спортивную сумку. Текстура выглядела странно. Грубые волокна, совсем не похожие на гладкий бумажный материал, из которого обычно строят шершни. Осторожно он протянул руку к гнезду, слегка колеблясь и готовясь к худшему. Он наполовину ожидал, что на него что-то выскочит, послышится шум крыльев, произойдет взрыв движения, но, к его удивлению, ничего не случилось. Гнездо оставалось совершенно неподвижным, как будто его покинули давным-давно. Ободренный отсутствием движения, Джон осторожно снял гнездо со свеса, стараясь держать его бережно. Он ожидал, что оно будет легким, но, к его удивлению, оно оказалось тяжелее, чем он предполагал. Оно казалось странно плотным и слишком твердым для типичного осиного гнезда. Благополучно спустившись на землю, он с облегчением выдохнул и подошел к садовому столу. Положив странный переросший ком на поверхность, он сел и стал его рассматривать. Поворачивая его в руках, он заметил странные вмятины, разбросанные по всей грубой поверхности. Форма казалась неестественной, как будто ее сформировали намеренно, а не построили природным путем. В нем не было той гладкой слоистой структуры, к которой он привык. Из любопытства он осторожно отогнул небольшую секцию, ожидая увидеть привычные соты. Но вместо бумажных сот он наткнулся на густые переплетенные волокна, которые на ощупь были гораздо прочнее. Структура больше напоминала гнездо животного, чем насекомого. Когда Джон наклонился ближе, он почувствовал незнакомый землистый запах, совсем не похожий на сухой, затхлый запах гнезда насекомых. Запутавшись, он позвонил своему другу Марку, любителю дикой природы, и описал находку. Марк согласился заехать с инструментами. Когда Марк прибыл, он быстро подтвердил, что это не работа шершней или ос. «Этот материал органический, но он другой», — сказал он, и его слова усилили беспокойство Джона. Кто же это создал? Марк достал нож и разрезал толстую оболочку. Внутри, в волокнах, были спрятаны клочки чего-то похожего на мех. «Мех?» — переспросил Джон. Его замешательство росло. Марк сделал несколько фотографий и пообещал отправить их в свою группу любителей дикой природы. Как только Марк поделился снимками, посыпались звонки от биологов, заинтригованных странной находкой. Были и полезные мнения, но вскоре начали появляться теории заговора, мешающие поиску ответов. Устав от потока теорий, они решили сделать перерыв и продолжить расследование на следующий день. Однако правда оказалась гораздо страннее любой теории. Той ночью Джон не мог избавиться от чувства, что что-то не так. Внезапно с чердака донеслись громкие тяжелые шаги, от которых Джон резко проснулся. Его сердце забилось. Он замер и прислушался. Это звучало как шаги, тяжелые, властные, преднамеренные. В комнате было тихо, но топот сверху продолжался. Джон помедлил и медленно сполз с кровати. Что было на его чердаке? Дрожащими руками он потянулся к люку и медленно потянул его. Неизвестность ждала его в темноте, наверху. Когда Джон открыл дверь спальни, звуки сверху мгновенно стихли. Осознание того, что КТО-то там наверху знает о его присутствии, вызвало у него дрожь. Джон осторожно вышел в коридор, стараясь не шуметь, приближаясь к люку на чердак. Он замер. Ему не хотелось открывать люк. Сделав глубокий вдох, он взял себя в руки и взглянул на дровяной сарай на улице, где лежал тот странный объект. С бешено колотящимся сердцем Джон неохотно вернулся к люку
и схватил веревку лестницы. Когда лестница опустилась, он приготовился заглянуть в темноту. Но как только его голова показалась в проеме, зазвонил телефон. Это был Марк, и время было выбрано как нельзя хуже. Звонок эхом отозвался на чердаке, и существо наверху ответило громким ревом, от которого Джон кубарем скатился вниз по лестнице. Дрожа, Джон ответил на звонок. У Марка была информация от биолога из группы в Дискорд. «Это не гнездо шершней», — объяснил Марк. «Один из моих друзей узнал его сразу. Это складской мешок, сделанный медведем». Джон застыл. «Медведем?» — повторил он. Марк подтвердил, что это был бурый медведь, и, скорее всего, он все еще на чердаке. Медведь сделал это гнездо из веток земли и шерсти, используя его как тайник для еды перед спячкой. Марк говорил твердо. «Медведи сильнее, чем ты думаешь. Они могут залезть на что угодно. Вертикальные конструкции, деревянные панели. Назови любую. Если там было открыто хоть какое-то окно, он мог легко пробраться внутрь». У Джона подкосились ноги. Странные удары и рычания теперь обрели смысл. «Что мне делать?» — спросил Джон дрожащим голосом. Ответ Марка был ясен. «Тебе нужно уходить из дома, Джон. Это может быть опасно. Вызывай службу контроля животных и немедленно уходи». Джон бросился к входной двери, в панике возясь с ключами. «Куда мне идти?» «Садись в машину. Сиди там, пока не приедет служба контроля», — ответил Марк. Джон вышел в холодный ночной воздух. Через несколько минут приехал Марк и сел к нему в машину. «Служба контроля животных уже едет», — сказал Марк, пытаясь успокоить друга. Вскоре подъехал белый фургон группы спасения диких животных. Двое офицеров, спокойных и уверенных, выгрузили оборудование. Они не теряли времени. У одного был длинный шест с петлей, другой готовил транквилизатор. Они вошли в дом. Первый офицер шел впереди с фонарем. Сверху донесся глубокий рык, от которого по спине Джона пробежал холодок. Офицер жестом подозвал напарника, и тот поднялся на чердак. «Огромный», — пробормотал он, заметив медведя, забившегося в угол с поднятой головой и светящимися глазами. Второй офицер прицелился из ружья с транквилизатором и после короткой паузы выстрелил. Медведь вздрогнул, а затем взревел и встал на задние лапы, возвышаясь над чердаком. Офицеры стояли на своем, пока снотворное медленно действовало. Через мгновение медведь рухнул, и его дыхание замедлилось. Когда медведь наконец заснул, офицеры осторожно спустили его с чердака, используя веревки и ремни, чтобы направлять массивное тело. Снаружи Джон и Марк наблюдали за этим с облегчением, но все еще находясь в шоке. Медведя погрузили в транспортную клетку. Джон подошел к одному из офицеров. «Что теперь будет?» «Мы отвезем его в заповедник дикой природы», — объяснил офицер. «Там о нем позаботятся в течение зимы». Джон вздохнул с облегчением. Когда фургон уехал, Джон не смог сдержать нервного смеха. «Думаю, теперь мне стоит почаще проверять окна на чердаке». Марк похлопал друга по плечу. «По крайней мере, о шершнях тебе больше беспокоиться не нужно». Двое мужчин вошли в дом и заперли за собой дверь. Теперь дом казался безопасным. Джон глубоко выдохнул, чувствуя, как напряжение покидает его тело. «Кажется, сегодня я буду спать без задних ног», — пошутил он. Марк усмехнулся. «Да, и, возможно, стоит укрепить те окна на чердаке». Наконец, когда кошмар закончился, они оба отправились отдыхать.